Почему нарцисс не любит своих детей? Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден, если человек не может никого любить, как он может любить в том числе своих детей. Дело в том, что все время, все внутренние ресурсы, все какие-то эмоциональные силы люди с ярко выраженными нарциссическими чертами посвящают единственной цели — это получить как можно больше любви, потому что это основная их проблема. Ты не можешь давать любовь, если ты все время только то и делаешь, что стараешься получить любовь. Но однако у людей с нарциссическими чертами дети есть, и они каким-то образом с этими детьми выстраивают свои взаимоотношения. И сегодня мы с вами поговорим о том, как нарциссы проявляют то, что они хотят, чтобы выглядело, что это вроде как они любят таким образом своих детей. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами говорим о 5 таких вот стратегиях поведения, 5 способах, как нарцисс старается показать ребенку, что он его любит, и каким это боком, самое главное, в результате может вылезти ребенку. Если вам эта тема интересна, ставьте обязательно лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первая вещь, с которой сталкивается ребенок нарцисса, это условная любовь. То есть обычно мы получаем в детстве безусловную любовь от родителей, потому что родители проявляют свой родительский уход по отношению к нам, и все там пропитано любовью. То есть я помню, я был маленьким ребенком, меня разбудили, покормили, покупали, погуляли, поигрались, куда-то дали какие-то задания, что-то там еще куда-то пошел, и везде меня учитывают, меня замечают, меня любят. Я вижу, что меня любят во всех взаимодействиях по отношению ко мне родителей. Даже когда ребенка наказывают любящие родители, то он понимает, что меня наказывают, потому что я нарушил какие-то правила, но все равно меня учитывают. Я такой маленький субъект этой семейной системы, а не какое-то там пустое место. В случае же с нарциссом он, как правило, в детстве не получает достаточно или вообще не получает безусловной любви, соответственно, он не может эту безусловную любовь давать своим детям. И дети нарцисса очень скоро начинают понимать, что для того, чтобы их любили, им нужно эту любовь заработать. Им нужно как-то себя правильно, конформно вести. То есть ребенок нарцисса понимает, что если я буду говорить то, что хотят услышать мои родители, то они будут меня любить. Если я буду говорить что-то, что они не хотят услышать, то значит я получу этот ледяной душ какого-то незамечания, ледяной душ игнорирования. И опять же, когда, скажем, родитель нарцисс перестает разговаривать со своим ребенком, вроде бы как наказывая его такой пассивной агрессией, но он, скажем, полдня не разговаривает. И для взрослого человека полдня, он полдня не разговаривает, он как-то занялся какими-то своими делами. А для ребенка это полдня просто целая вечность. Он так далеко вообще не может свои эмоции прогнозировать. Со мной очень много времени не разговаривали, и в принципе у ребенка в этот момент такое чувство, может со мной вообще так и не будут никогда разговаривать, может от меня отказались. Вторая вещь, с которой сталкивается ребенок нарцисса, это то, что со стороны родителей есть большое количество этого контроля и подчинения, и, собственно, ребенок не может понять и не научается понимать, чего он вообще хочет в жизни. Вот представьте себе, если это, скажем, такая мама с нарциссическими чертами, ей очень важно, чтобы ее девочка-принцессочка уже в 2 годика пошла на балет, потому что в балете нужно начинать очень рано. И она нечеловеческие истязательские какие-то растяжки там делает возле этой стойки. Значит, я могу выложить это в Инстаграм и показать, какая у меня очень такая одаренная девочка. А ребенок, он просто живет жизнью, не своей, он живет какой-то фантазийной жизнью своей матери. Или, скажем, отец какой-нибудь, он нарциссическими чертами хочет, чтобы его 5-летний сын изучал китайский или изучал языки программирования, потому что мой маленький сыночек-ангелочек, он должен быть таким так себя вести. Я друзьям как-то говорю, что мой уже знает какой-то мандаринский диалект или еще чего-то. То есть дети нарциссов, вырастая, постоянно выполняя какие-то эти фантазии или мечты своих родителей, не успевают почувствовать, чего они вообще хотят. И даже если таким детям в подростковом юношеском возрасте удается сепарироваться, они часто долго не понимают, чего они хотят. Они, ищут в жизни то, что принято искать. Они стараются идти за толпой, стараются быть в какой-то мейнстриме. Им сложно услышать свой внутренний голос, потому что их внутренний голос в детстве не был поддержан их родителями. Более того, он всячески заглушался, им всячески внушалось, что ты должен хотеть то, что я хочу, потому что я взрослый твой отец или взрослая твоя мать, и я знаю, что для тебя лучше. И третья вещь, почему нарцисс не может любить своего ребенка, потому что он воспринимает своего ребенка как такой инструмент идеализации. Дело в том, что ребенок в раннем возрасте находится в такой симбиотической связи со своими родителями. Ребенок не понимает, чего он хочет, он не понимает, что он чувствует. Тут он маленький, есть мама, потом он начинает видеть, что есть еще и папа. И эти 2 родительские фигуры, это таких 2 объекта из вселенной, которых я больше, кроме них, никого не замечаю, которые, в принципе, мне показывают, чего я хочу. Они, собственно, все, что со мной происходит, это они со мной делают. И в таком этапе для нарцисса просто идеально любить своего ребенка, потому что он своего ребенка идеализирует. Он наилучший, он самый замечательный. Почему? Потому что он делает все, что я хочу. И он максимально контролируемый. Более того, все, что он не делает, это как моя такая вещь, это какая-то как игрушка.
Когда ребенок доходит до возраста где-то 3-6 лет и начинается вот этот период такой легкой дифференциации, ребенок начинает как-то показывать, что у меня есть какая-то очень автономная, но своя вообще какая-то такая вот личность, то в этом месте родитель-нарцисс, отец или мать, начинают его обесценивать, потому что вот такой был хорошенький маленький ангелочек, а здесь вот это вот начинает там что-то там капризничать или начинает там чего-то хотеть такого, чего не нужно хотеть. То есть как только ребенок начинает хоть немного проявлять какие-то вот такие зачатки своей какой-то вот индивидуальности, зачатки своей какой-то личности, родитель к этому относится как к такому бунту, который он просто не может потерпеть на этом корабле своей жизни. Четвертая причина, почему нарцисс не может любить своего ребенка. Потому что он своего ребенка использует как инструмент привлечения внимания. То есть вот представьте себе такую ситуацию, что просто выходит женщина с маленьким ребенком, скажем, это женщина с такой гармоничной личностью, вот она выходит куда-нибудь там во двор своего ЖК там, или куда-нибудь она вот выходит, где есть какие-то люди. Все замечают, что у нее есть ребенок. Дети, как правило, они привлекают внимание, часто они вызывают позитивные эмоции, особенно у других женщин. И вот она уже как бы находится в кругу других, там, скажем, мамочек или других каких-то соседок. Они, в общем, что-то обсуждают этого ребенка. И если эта женщина с такой гармоничной личностью, то она вроде бы как может с этими людьми разговаривать, но при этом она постоянно поглядывает на своего ребенка, она его не теряет из поля зрения. Более того, она может даже как-то так вот думать, не беспокоит ли моего ребенка все эти люди. Она может как-то вот стараться так отодвигать всех, выстраивая какие-то границы. Если это мама с нарциссическими чертами, все, она пришла, ей уделяют внимание, все, она звезда в центре внимания, она рассказывает, как она там ночью не спала из этого ребенка, как она там не могла в интернет-магазин дозвониться, еще что-то. На ребенка в этот момент она внимания не обращает, и ребенок, сколько бы ему ни было лет, он в этот момент чувствует эту перемену, что только что меня как бы всем показывали, как мной только что хвастались, и я был в центре внимания, а сейчас вроде бы как куда-то это внимание уплыло, и я не понимаю, что происходит. То же самое касается и мужчин. Бывает, вот видишь, идет молодой отец с ребенком, всегда это вызывает такие милые чувства, вот он идет там как-то, и опять же, если это человек с какой-то гармоничной личностью, то вот видно, что он как-то заморочен вот вообще тем, что вот он идет с ребенком, он об этом думает, это у него в центре внимания. Но бывает, можно заметить, идет такой мужчина с ребенком, даже пускай с коляской, и вот он куда-то приходит, там обязательно должны быть какие-то третьи лица, должны быть какие-то наблюдатели, скорее всего, женщины, и вот он начинает перед этими женщинами показывать, как я вот бедный отец, который я не знаю, что делать. То есть, по сути, использует ребенка как магнит для получения внимания. И что же происходит с детьми вот таких родителей-нарциссов? Они получают, по сути, два постоянных таких противоречивых сигнала. То ты супер окей в центре внимания, я тебя так сильно люблю, когда отец там, или мать, скажем, исполняет эту роль идеального отца или идеальной матери, то, значит, про меня просто забывают. Потому что сейчас как бы перерыв между сеансами, зрителей нет, и отец или мать ко мне относятся просто как к вещи, которые сейчас выключены. В таком случае ребенок получает вот эти два противоречащих таких сигнала очень сильных, я окей и я не окей. В результате у него формируется тревожно избегающий тип привязанности. То есть, раз меня постоянно отвергают, раз меня постоянно так вот, бросают, раз меня в самый непонятный момент как-то вот обо мне забывают, значит, я не окей какой-то, а другой человек, значит, то есть привязанность так формируется, это человек, который опасный. То есть он не окей, потому что опасный, я не окей, потому что меня постоянно как-то вот выбрасывают, меня постоянно отвергают. Формируется тревожно избегающий тип привязанности. Пятая причина, почему нарцисс не может любить своего ребенка, потому что часто нарцисс использует ребенка как инструмент взаимодействия с другими людьми. Например, вот нарциссические родители могут использовать своего ребенка для конфронтации и взаимодействия со своими родителями. Грубо говоря, дедушкам и бабушкам мы внука не даем, а когда даем, то он против них настроен, потому что они не делают то, что мы хотим, или потому что, скажем, они не восхищаются мной так, как я вот хотел. То есть какая-то такая конфронтация. Или бывает так, что мужчина использует своего ребенка для конфронтации со своей женщиной, с его матерью. Например, мужчина ранее как-то раскачивал женщину на эмоции, там он как-то доводил ее до слез, и в тот момент, когда вот женщина плачет, мужчина чувствует, что я ее довел до слез, значит, я настолько значимый для нее. Таким образом, я получаю такой вот извращенный нарциссический ресурс. Но в какой-то момент женщина, предположим, научилась к этому быть интактной, она на это уже не обращает внимания, выстроила какие-то границы. И тогда нарцисс понимает, что если я буду вести себя как-то строго или грубо, или как-то не очень хорошо по отношению к ребенку, то здесь-то я точно ее пробью. Здесь она точно выйдет на вот эти слезы, на эмоции, и я получу то, что мне нужно. То есть я получаю нарциссический ресурс через ребенка, использую его как инструмент. Ребенок в такой ситуации не чувствует, что его любят, потому что он постоянно находится в какой-то роли. Ему постоянно транслируют, что ты должен вот таким-то образом себя вести.
Ты должен вот что-то сказать маме, ты должен что-то сказать папе, что ты должен сказать бабушке, дедушке. Ты должен сказать, что ты вот чувствуешь что-то такое, чего ты на самом деле не чувствуешь, чтобы вот кто-то испытал какие-то эмоции. Ребенок чувствует себя инструментом, он не чувствует, что к нему относятся просто вот как, ну, как к маленькому ребенку, как к маленькому человеку. И к нему относятся как к кому-то, кто находится постоянно на задании. Если вы понимаете, что вы сами являетесь ребенком нарцисса и когда-то жили в такой семье, и понимаете, что у вас есть какие-то проблемы, которые нужно как-то проработать и разобраться, потому что самостоятельно не получается, можете обращаться ко мне, записаться на консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на соцсети, пишите там, и мы с вами договариваемся. Также вы можете в комментариях написать, если вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда видели, как нарцисс ведет себя по отношению к своему ребенку, то какой ваш опыт, на что вы обращали внимание, как вы с этим справлялись. Если, скажем, это вы были тем ребенком, который жил в семье нарциссов, или, скажем, у вас когда-то был партнер, который нарциссически как-то вот к вашему общему ребенку проявлял свою вот эту вот такую нарциссическую такую недолюбовь. Пожалуйста, поделитесь, я буду вам очень благодарен. Также, если вам это видео понравилось, можете поставить лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.